Добрый день, подписчики и гости моего канала. Вы на канале «Диабет и не только». И с вами Любовь Коваленко. Прошли праздники, пора заняться домашними делами. У нас на кухне стоит уголок, который нуждается в перетяжке. Его реставрацией мы и займемся. Деревянные детали на уголке выглядят неплохо, а вот кожзам, которым обтянут уголок, пришел в негодность, и его нужно заменить. Поролон на спинках сохранился хорошо, а на сиденьях просел и тоже нуждается в замене. Я заказала поролон высокой плотности и ткань для перетяжки уголка. Ее я вам уже показывала в своем предыдущем ролике. Ссылочку оставлю под видео. Большого опыта в перетяжке мебели у нас нет, но мы уже переделывали свое старое кресло. Работы предстоит много. Давайте начинать. Наш кухонный уголок потерял свой привлекательный вид. Для того, чтобы сделать качественную перетяжку, придется потратить время на полную разборку уголка. Наш уголок модульный. Для начала разберем уголок на секции, затем каждую из них на отдельные детали. Для разборки мы использовали обычные инструменты, которые у нас были дома. Старую обивку удаляли при помощи подручных средств, так как антистеплера у нас нет. На некоторых деталях удаляли все скобы и снимали обивку. На некоторых срезала канцелярским ножом возле самого крепления. Так быстрее, и оставшиеся скобы под новой обивкой все равно никто не увидит. Первый этап закончен. Небольшой перерыв на кофе и двигаемся дальше. Перетяжку я начала со спинки. Здесь все просто. Разложила подготовленную ткань, сверху положила старую обивку. Ее я использовала в качестве лекал. Закрепила булавками и вырезала по контуру. Выкроенную деталь положила лицом вниз. Сверху фрагмент спинки, тоже лицом вниз. Ткань слегка натянула и зафиксировала при помощи степлера по центру с каждой стороны. Скобы для крепления использовала номер 8. Затем, подтягивая ткань, закрепила по всему контуру. Уголкам нужно уделить особое внимание. Закладываем мягкую складку и крепим степлером. Техническая ткань тоже пришла в негодность. Я ее заменила на новую из своих запасов. Также я поступила и с остальными фрагментами спинки. С сиденьями пришлось повозиться. Для начала я раскроила и пошила новые чехлы из подготовленной ткани. Затем приступила к замене поролона. Приложила каркас сиденья на лист поролона и вырезала прямоугольник нужного размера канцелярским ножом. Поролон я заказала высокой плотности толщиной 50 мм. Дальше для меня был самый сложный момент. Нужно было соединить поролон и каркас сиденья. Сиденье у меня с изгибом, и его нужно тоже оклеить поролоном, чтобы край доски не давил в ноги. На одной стороне поролона я срезала угол, чтобы его завернуть. Сначала нанесла клей-момент на срезанный угол и приклеила его на изгиб. Подождала, пока схватится, и для уверенности закрепила по краю скобами. Затем приклеила оставшуюся часть. Для лучшей фиксации подготовленное сиденье обтянула сначала технической тканью, а затем уже одела подготовленный чехол. Дальше все так же. Зафиксировала посередине обивку со всех сторон, чтобы избежать перекоса ткани, и потом закрепила по всему контуру. Подкладку тоже заменила. Таким образом поступила с остальными сиденьями. Остался последний этап, очень важный. Нужно собрать все детали кухонного уголка воедино. Начинаем собирать в обратном порядке. Сначала собираем отдельные модули и потом уже соединяем их все вместе. Ничего сложного в этом нет, но стоит набраться терпения, чтобы сделать все качественно. Перетяжка уголка закончена. Вот что в итоге у нас получилось. Результатом мы более чем довольны.
Выбором ткани я тоже осталась довольна. Несмотря на свою толщину, она хорошо легла и легко драпировалась. Все собрали. Все работает. Теперь можно и отдохнуть. На переделку уголка у нас пошло 2,5 метра ткани, лист поролона и 2 дня работы. Главное набраться терпения, и можно начинать. И тогда точно все получится. Надеюсь, мое видео будет кому-то полезно. Если вам было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! До встречи в новых видео!